канале Ассортимент, это канал для всей семьи, и сегодня рубрика рецепты. Проведу для вас опять ее я, потому что у нас сегодня опять мужской рецепт, это должны делать мужчины, и поэтому это делаю я. Сегодня мы будем засолить рыбу, по простому рецепту в принципе, но мы решили для вас это снять. Мы были на рыбалке, на нашем канале, кстати, выйдет ролик про рыбалку, как мы наловили эту рыбу. И решили ее засолить и показать вам. Ну что, приступим? Для этого нам с вами понадобятся такие вот ингредиенты, как рыба. Мы ее почистили, хотя можно и не чистить. Соль и 1/3% или как 30% от соли сахар. И где солить, и где смешивать соль и сахар. Еще нам понадобится тарелка, чтобы накрыть, и груз придавить. Мы используем обычную банку воды. Ну что, приступим? Начинаем. Рыбу отодвигаем, берем наше ведерочко, берем тарелку, начинаем смешивать. Высыпаем сюда соль. Чтобы вам было понятно, используйте обычный стакан, и тогда будет легче вам использовать, то есть 0,3% сахара. То есть 30% соль мы добавляем сахар. Высыпаем, все хорошо перемешиваем. Тогда будет у рыбы особый вкус, и она очень вкусная. Я так уже делаю давно, и меня все устраивает. Поэтому решил поделиться с вами. Так, сыпем на дно. И начинаем выкладывать рыбу. На дно ложим как можно большую рыбу, потому что на дне будет вся вода, она будет давать сок, и она лучше просолится. Потому что, ребята, рыба днепровская, ее надо очень хорошо просаливать, чтобы не подхватить никакую болезнь, например, ботулизм, очень страшная болезнь. Так что к рыбе относимся очень-очень тщательно. Так, вот мы сделали первый слой, и опять хорошенечко просаливаем. И начинаем ложить второй слой. Эту рыбку мы поймали всего лишь за 2 часа. Как я уже говорил, выйдет ролик про нашу интересную рыбалку. Это уже в плейлисте рыбалка, смотрите на нашем канале, кому интересно. Как и где наловить, там все показано. Кстати, подписывайтесь на наш канал, там много всего интересного. Каждый что-то найдет для себя. Так, вот уложили мы еще один слой и берем соль, еще раз просаливаем. Так, ребята, солиться она у нас будет примерно 4-5 дней, не меньше, желательно 5 дней. Потом будет процесс вымакивания. Я вам покажу и расскажу про него. Ну что, ждем, пока у нас засолится рыба. Сейчас мы ее ложим в холодильник и просто ждем 5 дней. Ребята, вот и прошли 5 дней и 5 часов. Почему 5 дней и 5 часов? Сейчас расскажу. Потому что 5 дней у нас рыбка солилась и 5 часов мы ее вымачивали. Почему 5 часов? Потому что час вымачивания — это день засолки, то есть мы 5 дней солили и 5 часов вымачивали. Как вымачивается рыба? Рыба вымачивается, заливается водой, хорошо промывается, выливается вода и опять заливается вода и стоит час. Через час делается такая самая процедура, и так 5 часов. Вот у нас, видите, рыба вымоченная уже, красивенькая такая, и теперь осталось ее просто нанизать. Нанизывать мы ее будем на обычную проволоку. И берите побольше тарелку, чтобы не пачкать, не запачкать ничего. Ну что, начнем нанизывать. Мы отмотали проволоки и не отрываем ее, потому что, чтобы рыба в что-то упиралась. То есть будет упираться в это и не будет соскакивать или спрыгивать, или как хочете это назовите. Ну что, начнем насаживать. Насаживать мы ее будем в глаз. То есть берем проволоку и протыкаем в глаз вот так вот. Одна у нас, и поехали нанизывать дальше. Желательно нанизывайте все одинаково, то есть хребты с одной стороны, животики с другой. Вот так, она будет красиво висеть. И тоже сначала мелкие, посередине вешайте крупные.
а по бокам мелкие. Вот у нас сейчас крупнее пойдут рыбки. И примерно тоже она будет на балконе 5-10. Все зависит от погоды, дней. Желательно не допускайте ни мух, никого, чтобы рыбка, то есть чтобы в рыбке не завелось ничего, никаких глистов, ни плохих личинок, ничего. У кого есть специальные сушилки, сушите в сушилках. Ну, в сушилках неудобно. Возможно, у нас есть сушилка очень крутая, возможно, на нее мы вам сделаем обзор. Мы ей пользуемся, но пользуемся в основном для мяса. А рыбку вешаем на балкон. Сейчас уже поздняя осень, уже конец октября, мы думаем, мух уже не будет, на улице холодно, и рыбка у нас будет в полной безопасности. В каких странах тепло или у вас еще тепло, вы можете развесить у себя в ванной, прямо над ванной, чтобы если вдруг скапало в ванную, то просто помыли и все. Но единственное, есть нюанс, остается запах, ну, он недолго, то есть вы посушили, только рыбу убрали, запах пропадает. Плюс побрызгали чем-нибудь. Вымачивать обязательно, ребята, потому что она будет у вас, если очень соленая. Если вы живете там где-нибудь в лесу, ну, в лесных городах или поселках, где у вас чистые реки, озера, где вы можете наловить тараньки или рыбы, другой какой-нибудь, который подходит для соления, например, окуня, и вы знаете, что у вас чистая вода, нет ничего, вы можете даже солить 1-2 дня и вывешиваете, даже не вымачивая рыбу. Просто у нас рыба находится в Днепре, на жаль, Днепр грязный. Да, на жаль, но речка грязная, туда сбрасываются всякие отходы и все прочее, так что солить как можно дольше, чтобы рыба просолила. Ну и потом вымачивать, ничего не сделаешь. Но, тем не менее, таранька очень вкусная. И с пивом, меня парни поймут, очень-очень вкусно. Вот так вот она у нас выглядит. Я вам даже так переверну, спинками красиво. Ну что, теперь мы начинаем вывешивать. Встретимся с вами через 5-10 дней, как рыбка высохнет, и уже подведем итоги.